Конечно, все подготовительные работы по изготовлению заготовок для этажерки я выполнял на станках. Иначе эта эпопея затянулась бы на неопределенно долгий срок. Но изготовление соединений я производил вручную, а именно своими руками. Поэтому, кому не интересен процесс механической обработки деталей, сразу перематывайте на середину. Тайминг вам в помощь. Привет, ребята! Мой основной и единственный заказчик – это моя любимая жена. Она заказала мне сделать этажерку на кухню для сушки посуды после мытья. К этой задаче я подошел со всей ответственностью. У меня оставалось пару сухих толстых досок бука, но их явно не хватало на этот проект. Поэтому было решено соединить бук с ясенем. К тому же этажерка должна стоять рядом с отопительной батареей, и стабилизировать элементы изделия было просто необходимо. Сама этажерка представляет собой максимально простую конструкцию – 4 ножки и 3 полки. Поэтому я решил немного усложнить себе задачу и изготовить этажерку с подвывертом. Обвязку каркаса я буду соединять на крестообразную проушину. Это столярное соединение я уже испробовал на мягкой древесине, и оно мне не особенно понравилось. Теперь самое время испытать его и на твердых породах. Нижние царги будут иметь обычное соединение шип-гнездо. В мастерской всего плюс 10 градусов, и я решил немного погреться, работая ручной пилой. И навык закрепляю, и кровушку разгоняю по жилам. Дозатор от моющего средства, прикрученный на обычную пластиковую бутылку, позволяет быстро и точно наносить клей на заготовки. Ох, как я раньше мучился с пипеткой от клейберита! Быстрее и проще было бы изготовить это изделие с помощью моего станочного оборудования. Но мне необходимо постоянно практиковаться в обращении с ручным столярным инструментом. Поэтому работа над проектом немного затянулась. И видео в результате получилось довольно долгим. Не хотелось мне делить ролик на 2 части. Прошу понять и простить. К сожалению, несмотря на старания, не всегда получается склеить щит качественно. Поэтому необходимо распустить его и склеить заново. Это потеря времени, но иначе никак. Для торцевания заготовок я решил поменять пильный диск. Большее количество зубьев и качество самого диска CMT гарантирует более чистый торцевой спил. Это очень важно для дальнейшего сопряжения деталей конструкции. Торцую детали на моей новой торцовочной каретке. Видео об изготовлении этой каретки вы можете найти на моем канале в плейлисте «Мои инструменты». На одну из деталей не хватило длинной делянки, и я подклеил кусочек древесины. Теперь нужно выровнять этот участок ручным рубанком. Это гораздо проще и быстрее, чем настраивать на такую операцию станочное оборудование. Переклеенные щиты пропускаю через рейсмусовый станок. Теперь они будут идеально ровными. Все детали этажерки подготовлены. 4 ножки, 2 длинные царги и 6 коротких царг. Далее вся работа будет осуществляться ручным инструментом. Обращаю внимание снова и снова всех столяров-профессионалов на то, что я занимаюсь хоббийной столяркой, и работа ручным инструментом доставляет мне удовольствие и помогает реализовать мой творческий потенциал. Скорость работы и продуктивность отходят для меня на задний план. Точная разметка мест сопряжения деталей изделия является залогом качественной сборки. У меня не всегда получается, но я не перестану напоминать об этом всем начинающим столярам. Экономить на хорошем разметочном инструменте не следует. Ваши угольники и линейки должны быть точными, разметочные ножи удобными,
а рейсмусы должны присутствовать в нужном количестве. Тогда работа будет идти быстрее и приятнее. Еще одним своим наблюдением я хотел бы с вами поделиться. Пакетная разметка деталей способна сэкономить вам уйму времени и сил. Главное при этом, чтобы базовые поверхности были идеально ровными. Вначале размечайте полностью одну деталь. Затем складывайте все идентичные детали вместе и осуществляйте общую разметку по имеющемуся шаблону на первой детали. Быстро, удобно, весело. Еще один простой и полезный совет новичкам. Запиливая шипы вдоль волокон, лучше сначала сделать небольшие пропилы обушковой пилой с мелким зубом. Тогда запиливаться пилой для продольного пиления будет легче, а сам пропил будет точнее. Проверено. Парафиновая свечка поможет облегчить работу с режущим инструментом. Держите ее всегда под рукой. Долбление гнезд и проушин, пожалуй, самое трудное для меня занятие в работе ручным инструментом. Но что поделаешь, нужно долбить. Сразу отвечу тем, кто спросит меня, почему я использую зачистные стамески в качестве ударных. Потому что на качественные ударные стамески я пока не могу выделить денег. Если у кого-то из вас есть лишние стамески, я с удовольствием приму их в дар и буду использовать в своей дальнейшей работе. Для зачистки проушин я использую подкладку, имеющую толщину, равную толщине стенок проушина. Этот метод я уже показывал в одном из своих роликов в рубрике «Советы начинающему столяру». Использование ровного направляющего бруска тоже было мной показано в этом видео. Запиливание плечиков шипа можно осуществлять как по направляющему бруску, так и без него. Во втором случае понадобится более развитый навык для получения удовлетворительного результата. Постоянная практика помогает отработать любой столярный навык до нужного уровня. Гнезда я делаю традиционным способом, с помощью долота и стамесок. Для того, чтобы сэкономить на заточке инструмента, лучше воспользоваться высверливанием середины гнезда и далее доработать края стамесками.
Запиливать шипы следует не строго по линии, хотя можно и так, а с небольшим в полмиллиметра отступом на дальнейшую обработку. Лучше, чтобы шип был немного толще, тогда его можно будет подгонять под гнездо. Прослабленное соединение делать не рекомендуется. Помимо крестообразной проушины, вторым подвывертом в этом изделии будут так называемые парящие столешницы. Этот эффект я решил попробовать, насмотревшись зарубежных видео. Столешница и обе полки в моей этажерке будут висеть на шкантах. Я не знаю, как это скажется на подвижности древесины, жизнь покажет. В любом случае, я всегда могу переделать все по классике. Столешница и обе полки будут иметь фаски, снятые под углом 45 градусов со всех 4 сторон. Это еще более усилит эффект парящей столешницы и придаст изделию более интересный с моей точки зрения вид. Торцовочный рубанок отлично справляется с обработкой торца столешницы, но не оборотником единым жиз-столяр. Обычный рубанок номер 4 с хорошо заточенной железкой тоже способен справиться с подобной работой. Берите на заметку. Щиты после склейки и рейсмусового станка все равно нуждаются в дополнительной обработке. Делянки в щите имеют разное направление волокон, и после станка остаются небольшие задиры. Выглаживающий рубанок и цикля позволяют нивелировать эти огрехи в работе. Из-под цикли должна выходить очень тонкая волосяная стружка. Если же выходит древесная пыль, это значит, что циклю пора затачивать. Разметку для шкантов удобно осуществлять с помощью специальных кернер-маркеров или маркер-кернеров, уж и не помню как правильно. Но зато быстро, точно и удобно. Снимать кромку можно чем угодно. Можно это делать маленьким торцовочным рубанком. Можно большим рубанком и даже стамеской можно.
Но лучше всего с этой задачей справляется специализированный кромочный рубанок, о котором вы сможете узнать из следующего моего видео. Поэтому не забывайте подписаться на мой канал и включить уведомления о новых видеороликах. Красить изделие я вообще не хотел. Хотел покрыть этажерку прозрачным масловоском. Но заказчик настоял, и я был вынужден подчиниться. Может, это и к лучшему? Как вы считаете? В общем, кухонная этажерка получилась такой, какой я ее задумал. Не обошлось, конечно, и без косяков, но вам я их не покажу из вредности. Главное, что заказчик остался доволен моей работой, и в благодарность я получил вкусный и сладкий пирог. Спасибо вам за просмотр, всего самого наилучшего и до новых встреч!